Здравствуйте, я доктор Деннис Боуэн. И сейчас семинар «Стресс и травма». What do we mean by stress? Что мы подразумеваем под понятием стресс? So, a stress response, it's a collection of physical changes that happen when you perceive a threat. Реакция на стресс — это совокупность физических изменений, которые происходят вследствие того, что произошло какое-то стрессовое воздействие. When you face situations when you feel the demands outweigh your resources to cope. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, которая требует от вас больше ресурсов, чем у вас есть для того, чтобы справиться. And these situations are known as stressors. И эти ситуации известны как стрессоры. Okay. Now there's healthy and unhealthy stress. Есть здоровый и нездоровый стресс. Okay. And you see from this chart, when there's very little stress, you are not as effective as when there's more stress. И как вы видите на этой табличке, если есть низкий стресс, то вы не настолько эффективны, как в случае, если есть больший стресс. And too much stress and your abilities decline. Вследствие очень большого количества стресса способности совладать с ситуацией уменьшаются. And there's an optimum level of stress. Есть оптимальный уровень стресса. So there's good stress, like in an athletic competition. Есть хороший стресс, как в случае с спортивным соревнованием. And then there's unwanted stress, like, say, worrying about the distant future, something you can't do anything about. Есть также нежелательный стресс, такой как когда мы волнуемся о далеком будущем, когда мы не хотим что-то делать. And without stress, we couldn't live. И без стресса мы не можем жить. If there was no stress, you couldn't breathe, you couldn't live. Если бы не было стресса, то вы бы не могли дышать, вы бы не могли жить. So we need some stress, some energy operating in our lives. И нам нужен стресс, нам нужна энергия для того, чтобы функционировать в нашей жизни. So stress itself and our response to it ensures our personal survival. А сам по себе стресс и наша реакция на него обеспечивает личное выживание. Okay, so we have two sides. Stress responses help us to survive, but too much stress can be harmful. И здесь есть две стороны вопроса. Стресс может помогать нам выжить, когда мы стараемся совладать с ним, но слишком большое количество стресса может приносить вред. Okay. And then what about our responses to stress? И что мы можем сказать о нашей реакции, нашем ответе на стресс? Would you read the quote, please? Людей расстраивают не вещи, а представления о вещах. Это Эпиктет. So this ancient Greek philosopher tells us about how we evaluate the world. И этот древнегреческий философ говорит нам о том, как мы можем оценивать мир. So it's a person's interpretation of stress that determines the impact of a stressor. Это интерпретация человека, то, как он объясняет стресс, это определяет влияние стресса. And he describes that there's something out there, but it's not only what's out there, but it's what the individual thinks about that stress.
И здесь имеет значение не только то, что происходит на самом деле, но и то, что человек, как человек оценивает, что он думает об этом стрессе. So someone could say, oh, that's awful. And someone else could say about the same situation, that's okay, or could even say that's good. И кто-то может сказать, о, это ужасно, но кто-то может сказать о той же самой ситуации, о, не страшно, даже хорошо. Mm-hmm. So let's say we find out it's going to rain tomorrow. The farmer might say, oh, that's good. И, к примеру, мы узнаем о том, что завтра будет идти дождь. Фермер может сказать, о, это хорошо. But if you're going to have a picnic, you might say, oh, this is not so good. Но если вы хотите участвовать, организовать пикник, вы можете сказать, о, это не очень хорошо. So God created us so that we can protect ourselves when there's danger. Господь создал нас так, чтобы мы могли защищать себя, когда есть какая-то опасность. And when there's stress, our reaction is called our stress response. И когда есть стресс, наша реакция называется реакция на стресс. And this stress response starts a series of physical changes in our bodies. И эта реакция на стресс, она запускает серию физических изменений в теле. So there's a release of hormones. И идет высвобождение гормонов. One of them is known as cortisol. Один из этих гормонов известен как кортизол. And these hormones bring about short and long-term changes. И эти гормоны приводят к изменениям в краткосрочной, в долгосрочной перспективе. Mm-hmm. So your body's response to stress is intended to give you a burst of energy so that you'd be able to fight off attackers or run away from a dangerous situation. И реакция тела на стресс дает энергию для того, чтобы можно было сражаться, бороться с теми, кто может атаковать, с той опасностью, которая может надвигаться, или с той угрозой, чтобы можно было бороться или чтобы можно было убежать от этой ситуации. Mm-hmm. And this helped our ancestors, that is, early man, who faced many physical threats. It helped them to stay safe. И это помогало нашим древним людям, помогало оставаться в безопасности. Okay. But today, threats that come into our lives tend to be less physical and more connected with our way of life. Но сегодня угрозы будут меньше проявляться на физическом уровне, но больше они могут иметь отношение к нашему способу жизни. Mm-hmm. So like somebody makes a demand on us, or we hear news about something that's far away. К примеру, когда кто-то что-то требует от нас, или мы слышим новости о том, что что-то происходит вдалеке от нас. So this stress response can actually cause harm if someone is in a continual state of stress. И эта реакция на стресс может причинять вред, если человек постоянно находится под влиянием этого стресса. Mm-hmm. So if the stress response is triggered continually and our body doesn't go back to its normal resting state, this can be harmful. И если стрессовая реакция постоянно происходит, и наше тело не может вернуться в нормальное такое отдыхающее состояние, это все может быть очень вредным. And here are some sources of stress. И вот некоторые источники стресса. Перемены, конфликт, критика и так далее. And let's look at the effects of stress. Давайте посмотрим на воздействие стресса. So research has shown that over 80% of physical illness is directly related to stress and other psychological causes. Ну и как показывают исследования, около 80% соматических заболеваний напрямую связаны со стрессом. And there's a scale
that measures stress in people's lives. И вот шкала, которая измеряет стресс в жизни людей. The Holmes and Ray scale is named after these authors, Holmes and Ray. Шкалу разработали Холмс и Рэй, ну и шкала, собственно, называется в честь них. And people answer about various stresses. Ну и люди давали ответы о разных воздействиях различных стрессовых факторов. And they rated different kinds of stress factors. И они оценивали разные стрессовые факторы. So the death of a close loved one would be a very high level of stress. Смерть близких людей будет стрессовым фактором с очень высокой степенью воздействия. And we see other stressful events and the amount of points assigned to them. И мы видим разные стрессовые факторы и количество баллов, которые к ним приписаны. These are high stress events. Это стрессовые факторы высокого уровня.